Изолента Лайф. Нашим зрителям давайте я пока представлю, кто к нам пытается подключиться. Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке и кандидат исторических наук, поэтому я очень надеюсь, что мы его увидим и все наши вопросы сможем задать. Леонид Петрович, здравствуйте, спасибо вам огромное. Да, я вас уже представила нашим зрителям. Конечно, хотели бы обсудить ситуацию на Украине. И если позволите, я начну с двух цитат, которые буквально вот поступили за последние сутки. Обе цитаты от американских экспертов. И я вот позволю себе прямо таких буквально зачитать. То есть, во-первых, это министр обороны США, Ллойд Остин, который вчера в интервью CNN заявил дословно, вот я процитирую: «Русские продвигаются не так быстро, как им хотелось бы. Они доставили нам некоторые проблемы, но у них проблемы с логистикой, и я не вижу доказательств хорошего использования тактической разведки и интеграции возможностей авиации с наземным маневром. Россия предполагала, что они будут действовать быстро и очень быстро захватят столицу, но они не смогли этого сделать». И вторая цитата тоже от американского военного эксперта Скотта Риттера, вот буквально только сегодня, который говорит: скорость продвижения российских войск выше, чем скорость германских войск в операции «Блицкриг» во Второй мировой. Поэтому если кто-то говорит медленно, нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории. Вот две цитаты от американских экспертов. Вот прокомментируйте, пожалуйста, и с кем бы из них вы согласились? Ну, наверное, истина посередине, скорее всего. Но министр, руководитель Пентагона, он человек заинтересованный. Он, кроме того, что эксперт и специалист, он еще и политический деятель Соединенных Штатов Америки. И с его колокольни, с его кафедры хвалить действия российской армии, ну, это было бы довольно забавно и даже и смешно. Поэтому он должен сосредотачиваться на проблемах, которые наверняка есть, безусловно. Тем более у вас в гостях полковник Литовкин, он большой реальный специалист. После вас будет, да, сегодня. Да, так что он и уточнит некоторые вещи. Что касается выступления, ну, до Скотта был и Макгрегор выступал примерно так же. Оценки, как говорится, людей с поля, с площадки. Они люди, которые находятся в практике, можем так сказать. Да, он много прошел полей, скажем так. Да, поэтому у него оценки, наверное, более приближенные к реальной ситуации. Конечно, нам всем тоже хотелось бы быстрое продвижение, но мы не должны забывать, с кем мы имеем дело. Украина – это в военно-промышленном смысле очень сильная страна, она стоит вровень, а то и выше ведущих европейских стран. Армия сильная, более 600 тысяч человек прошло через Донбасский фронт за 8 лет. Так что создана реальная масса, которая может воевать, знает, что такое война, знает, что такое риск, знает, что такое и смерть. Поэтому мы имеем дело с сильной армией, и значительная часть армии мотивирована. Это та часть, которую мы называем националисты, нацисты. Она всегда мотивирована была очень сильно и в годы Второй мировой войны в составе эсэсовских дивизий Германии. Они составляли ядро или целиком. И мы не должны забывать, что последние войсковые операции советской армии — это 1955-56 год, 11 лет после окончания Великой Отечественной войны. То есть сопротивление нацистов, тех нацистов и этих, оно, в общем-то, по духу одинаковое примерно. Так что потом расстояния огромные. Мы же наступаем на протяжении 3000, а то и больше километров. Операция сама по себе, я бы сказал, грандиозная операция. И в Европе после
Второй мировой войны ничего подобного не было, и не только в Европе, честно говоря. И во всем мире не было таких операций. Конечно, возникают проблемы и со снабжением, и с координацией сил, усилий, координацией наземных войск и военно-космических войск. Все это есть. Война есть война. Во всякой войне ничего блестяще не проходит. Да? Но в целом надо сказать, что, конечно, и Скотт в этом смысле прав, если сравнивать со Второй мировой войной и с действиями гитлеровских войск в начале войны, то наши успехи или наши результаты, они значительные, они действительно превосходят. Мы все-таки нет еще и месяца после начала. 25-й день сегодня. 25-й день идет, да. Поэтому мы должны так и оценивать. Трезво, без шапкозакидательства, без хвастовства, но в целом можно оценить, вот с моей точки зрения, как разведчика, можно оценить как в целом успешную, учитывая, безусловно, то, что мы не прибегаем к тем методам, которые были и во Второй мировой войне, и американцы в других регионах, когда действовали последние несколько десятилетий. Мы избегаем массовых бомбардировок, массовых обстрелов. Мы стараемся, чтобы потерь среди мирного населения было как можно меньше. Стараемся, чтобы потерь наших солдат было как можно меньше. Это явно просматривается. И из-за этого, конечно, тоже возникают вопросы, проблемы действия в поле наших войск. Это тоже надо учитывать. В общем, это сложная операция. Пока можно согласиться с оценками министра обороны и президента. Пока, наверное, все-таки в целом все идет по плану. Я думаю, что даст свой результат, отложенный результат. Это уничтожение военной инфраструктуры нынешнего киевского режима. Вот эти удары по складам, по аэродромам, по дорогам, по скоплениям войск, по технике, оно не сразу дает эффект. Вооруженные силы Украины почувствуют это на себе, уже начинают чувствовать, и почувствуют на себе в течение ближайших 10 дней, когда станет вопрос о солярке, станет вопрос, в общем, о боеприпасах, о вооружении. Все это, безусловно, скажется в ближайшие десяток дней, и это в значительной степени развяжет руки и вооруженным силам России, и армиям Донецка и Луганска. Вот моя такая оценка, что проблемы, они реальные, их не могло не быть. И было бы смешно утверждать, что кто-то в Генштабе, нашем Генштабе, планировал решить все за неделю. Ну, наверное, таких непрофессионалов все-таки там нет. Конечно, наверное, были и ошибки, особенно первых дней. Первые дни всегда тяжелы во время проведения операции. Это всегда во всех армиях мира. Очень сложно в первые дни. Понятно, почему. Люди начинают войну из мирной жизни, неважно, что они в военной форме. Но сейчас можно сказать, что процесс идет перемалывания, прежде всего, националистических полков, типа Азова, Айдара и других, типа Донбасса, это полк, и вооруженных сил Украины. Ну вот как раз я на самом деле хотела спросить то, к чему вы сейчас сами практически меня вывели. Тот же Скотт, да, он говорил, что российская сторона хочет избегать жертв, и поэтому зашла как бы с одной связанной за спиной рукой. Это вот его такая цитата. И вот мы видим, как вооруженные силы Украины, националистические батальоны, как они, вот эта схема, если режиссеры смогут сейчас вывести, я думаю, что вы многие из вас ее видели, схема, по которой, допустим, в Северодонецке, но и во многих других городах располагаются, ну, собственно, боевики, да, на каких этажах они держат гражданских жителей, на каких этажах они размещают снайперов, на каких этажах там сидят там, с теми же джавелинами, да, вот эти схемы. Скажите, пожалуйста, как наша служба
служба внешней разведки, руководство страны, вся вот эта система была готова к тому, как будут проходить боевые действия, что будут размещаться наступательные вооружения во дворах домов. Да? Вот вся вот эта система, насколько мы были к этому готовы? И здраво себе представляли ход, специфические, да, моменты этой операции. Вот схему как раз режиссеры нам вывели. Ну, это Северодонецк, но таких во всех городах. Ну, сразу скажу, чтобы не было недоразумений, так как я бывший начальник аналитического управления службы внешней разведки, могу только сказать, что служба внешней разведки к этой теме имеет косвенное отношение. Другие задачи у службы внешней разведки – это работа на дальнем зарубежье и выявление планов и действий, прежде всего, стран НАТО в Европе и других стран мира. То есть Украина не была и пока не является по распределению ролей в центре деятельности службы внешней разведки. Украина – это в центре деятельности Главного разведывательного управления Генштаба и разведуправления Федеральной службы безопасности. Вот. Абсолютно уверен, что касается Главного разведывательного управления Генштаба, что все эти сюжеты, о которых вы сказали, использование городов, жилищных строений, использование кварталов, населенных пунктов в целях обороны, все это учитывалось и все это предусматривалось, на мой взгляд, насколько я знаю коллег, они высокие профессионалы, и все это об этом, в общем, это учитывали. Но, мне кажется, масштабы такого сопротивления городского не до конца были ясны. Вот. Предполагалось, что в ряде городов, таких как Мариуполь, Херсон, Николаев, Киев, Харьков, такое сопротивление будет. Но вы видите, они действуют во всех населенных пунктах одинаково. Даже в маленьких городах, типа Гуляйполе или Мерефа, или Изюм, везде используются исключительно городские постройки, и главное, даже не просто постройки, а еще жилищные дома, где живут люди для обороны. Но это в стиле больших войн и в стиле и нацистов как таковых, если мы вспоминаем Первую мировую войну. Ну, по крайней мере, извините, Вторую мировую войну. По крайней мере, Берлин – это у нас перед глазами. Поэтому вот такая оборона ВСУ, а националистические полки, они часть ВСУ, мы должны это понимать, как и национальный корпус, часть ВСУ. Такая оборона, конечно, затрудняет все наши действия. Они по себе, сами по себе такая оборона, она подавляется, но для этого надо лупить со всех орудий, бомбить со всех самолетов. Мы это не делаем, пытаясь сохранять жизнь мирных жителей. Это реально. И у меня есть связи с некоторыми людьми, которые участвуют в операции. Они об этом говорят, особенно на первом этапе. Вообще, действительно, может, Скотт и Пратт с одной рукой действовали. И сейчас, в общем, ограничения эти остаются. Ну, это сознательная такая позиция. С одной абсолютно рукой, сознательно. Абсолютно. Это тактика и стратегия Вооруженных сил Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Это создание укрепрайонов в населенных пунктах. Укрепрайоны из себя представляли именно городские кварталы. Поэтому и такие маленькие города вдруг стали центром событий, центром сражений, как Изюм, например. Я сам харьковчанин, для меня это была сначала первая реакция. Что там с Изюмом? Какие проблемы? А потом, когда анализ показал, что эта тактика создания укрепрайонов практически в таких узловых точках по всей Украине,
это будет и на правом берегу, если операция пойдет дальше. Они вот сделали ставку на укрепрайоны в городских кварталах, в городах, независимо от размеров, ну, незначительных, которые не имеют значения в логистическом смысле или в каком-то другом еще тактическом смысле, но во всех городах хоть маломальское значение имеет, это укрепрайон. Я еще, пока у нас есть несколько минут до следующего эксперта, я бы очень хотела вас спросить по переговорам, которые сейчас перешли в такой, ну, то, что называется онлайн и такой более закрытый для нас режим, да, ну, потому что нет вот этих раундов переговоров, он перешел просто практически в ежедневный режим в таком онлайн-формате. Но, тем не менее, по поступающей информации, крупиц этих хоть и немного, но проанализировать, в общем-то, есть что. Да, и то, что присоединился министр юстиции со стороны украинской, да, оно уже, в принципе, позволяет говорить о том, что идет какое-то предметное обсуждение каких-то договоренностей, допустим, в соответствии там, Конституции или законам Украины, то есть уже какой-то более предметный такой разговор. Да? И мы слышали про вот эти варианты денацификации и демилитаризации по шведскому формату, по австрийскому формату. С украинской стороны что-то звучало про швейцарский формат. Я даже оставлю в стороне вот эти моменты, стоит ли вести переговоры со страной, которая применяет запретные, соответственно, средства борьбы, да, как кассетные боеприпасы, там, и противопехотные мины и так далее. Переговоры идут. Вот как вы думаете, насколько сейчас это уже предметно и к чему-то может привести в таком обозримом будущем? Ну, на мой взгляд, и многих моих коллег, в такой ситуации контакты и переговоры нужны только по двум вопросам. Обмен пленными и ранеными и гуманитарный коридор для спасения мирных граждан. Все остальные вопросы, их можно, конечно, обсуждать, красиво говорить, но они практического смысла сейчас не имеют. Что такое австрийский вариант? Да? Но Австрия была под властью фашистов, наши войска и американские разгромили соединения, которые находились в Австрии, вошли в Австрию. Все фашистские пособники были арестованы или были арестованы, осуждены. И тогда на чистой площадке начались переговоры о будущем, не переговоры, а разговоры о будущем Австрии. И они имели практический смысл. Была выработана система нейтралитета Австрии. После этой выработки все войска, и американские, и наши, в том числе и я маленький, был совсем мальчиком, наша дивизия покинула Австрию. А сейчас можно, конечно, говорить о нейтральном статусе Украины, о границах Украины, но это разговоры, я бы сказал, не имеют практического смысла, потому что денацификация Украины невозможна при этой власти. Какие меры можно принять при той власти, которая сама опиралась и опирается исключительно на нацизм, на нацистские формирования и так далее. Только она откажется, вот увидите, стоит Зеленскому сказать: да, мы денацифицируем Украину, как его не будет. Может, даже в живых. Скорее всего, в живых. Потому что Украиной управляет не Зеленский. И не те люди, которые хотели бы денацифицировать. Украиной управляют люди. Эта система создана за последние лет 15. Люди, которые и являются носителем украинского нацизма, направленного прежде всего против русских, против русской культуры, русской языка, русской веры, против всего русского. Они носители, они управляют, они сражаются, они ведут за собой всех остальных, они запугивают население. И чтобы отказаться от них, надо просто их разгромить, их осудить. На это ни министр юстиции, ни Зеленский не способны. Я говорю, его просто ликвидируют. Это
Ну, в лучшем случае он сможет бежать, и его вывезут на Запад, в Польшу и еще куда-нибудь. Поэтому мы не должны обольщаться от тех разговоров, там, от того, что обещают вот они денацифицировать, ну, демилитаризировать, да, уже там и милитаризировать скоро останется нечего, да, от армии, может, ничего не останется, и от заводов военно-промышленных. Но от нацистов я очень глубоко сомневаюсь в готовность их подписать. Если, конечно, у них уже не заготовлен вертолет или самолет, они подписывают и убегают. Поэтому вот так, на мой взгляд, надо относиться к переговорам. Для нас, для нашей стороны, которая онлайн участвует, это полезно. Просто прокатать все возможные варианты, которые потом уже на реальной почве, после реальных событий, на реальной почве, когда разгромлены будут все эти нацистские силы, которые, опять повторяю, ядро и боевое ядро, и самое твердое ядро, и которое не сдается. Вот когда они будут зачищены, тогда эти варианты, прокатанные на людях Зеленского, можно как-то использовать. А как вот, правда, вы думаете, на практике эта денацификация может быть проведена? Потому что вот, ну, у нас пример настолько крупной армии и проведенная денацификация, это только Германия, собственно, там была военная администрация, да, как мы все знаем. И там заняло это порядка 30, ну, там около 30 лет. Вот как на практике, с демилитаризацией это более-менее понятно, а с денацификацией, как, вот вы как кандидат исторических наук, вот можете сказать, смотрите, как можно это применить? Смотрите, есть вот сейчас есть уже опыт, вот в Мелитополе действует военно-гражданская администрация. Это сочетание представителей вооруженных сил России и гражданских лиц, которые уроженцы и которые жили и работали на этой территории, на территории Украины. Вот такие комитеты созданы, которые должны быть созданы после победы над вооруженными силами Украины, над нацистскими всеми этими батальонами, полками, национальными корпусами. Мы же все время забываем об этом, что существует еще национальный корпус, который тоже отличается такой радикальной националистической идеологией. Вот когда они капитулируют, когда они сложат оружие, сдадутся, а часть, наверное, убежит на Запад, или в Украину, или вообще на Запад, вот тогда вот эти военно-гражданские комитеты с привлечением лиц украинцев, не надо забывать, кстати, что из Украины с 2014 года эмигрировало по политическим причинам и по причинам политических репрессий десятки тысяч человек. Они все готовы вернуться и работать на новую Украину, на новое будущее этой территории. Вот. Есть люди, которые этим будут заниматься. И тогда этот военно-гражданские комитеты, условно, может быть другое название, они должны подготовить почву для того, чтобы решалась уже судьба собственной этой территории. Мы же не знаем, как будет решаться эта судьба собственных территорий. Смотрите, мы требуем и сейчас признания независимости Донбасса и Луганска в административных границах. Да? Они почти достигнуты. У Луганска осталось Северодонецк не занятый и Лисичанск, а у Донецка остался Мариуполь. Так все заняли. Да? Да, потом мы не знаем, какие настроения будут. Ведь народ там забит, зашуган. Столько людей репрессировано. Кто не ушел тогда в 2014-2015 году. Сколько людей репрессировано, сколько убитых. Это огромное количество. Народ очень боится. Он только сейчас, мы чем больше говорим о переговорах, тем больше эти люди стараются не проявлять себя. Потому что они боятся. Вот сейчас нас вроде бы освобождают, а говорят о переговорах, договорятся, опять придет условный Зеленский. Да? Поэтому там много людей, которые не хотят жить в этом режиме. Да? И я вам искренне говорю, как харьковчанин. И очень много людей.
И как только начнется процесс, а что дальше, нельзя исключать, почему Харьков захочет остаться в какой-то Украине. Его туда включили в 2018 году, в Украину, как сказал президент, имени Владимира Ильича Ленина. Нас эта Украина абсолютно не устраивает, исторически не устраивает, и современно не устраивает эта Украина. Почему мы должны запрещать? А там было движение до 2014 года, называлось Слободская Украина, то есть отдельная от остальной части. Это движение было изгнано и задавлено, и люди погибли, но люди другие остались, и мы не можем исключать. Почему Одесса? С какой стати вообще Одесса какая-то Украина? Почему? Мы можем столкнуться с таким фактором, что в Одессе появятся люди, которые скажут, а мы не Украина, мы Новороссия, и Николаев и Херсон, Новороссия. Поэтому сейчас вот такие переговоры, это, ну, такая туманность Андромеды. Мы не можем сказать, что завтра будет, и как поведут себя и те люди, которые вернутся из России на Украину, после того, как они вынуждены были бежать, и те люди, которые там были зажаты и молчали, но они не желают повторения такой Украины. Мы еще не знаем, будет ли Украина. Вот в своей речи перед спецоперацией, это эпохальная речь, президент очень четко объяснил, как она появилась, а появилась она по преступному замыслу большевиков, так она и может и исчезнуть, раз она по преступному замыслу большевиков появилась. Вот эти вот земли, которые отрезали, собственно, от России, тогда Советской России, и присоединили к Украине. А почему мы должны повторить эту схему? Он же сказал, что мы за настоящую декоммунизацию. А настоящая декоммунизация – это и есть отмена всех тех решений, которые были приняты коммунистами-большевиками. Вот всех решений. Это не памятники только сносить, а это все решения. Решения те поставлены историей и нами всеми под сомнение, под большущее сомнение. Даже мы их осуждаем сейчас. Поэтому переговорами, но опять повторяю, лучше бы договаривались об обмене пленными и ранеными и об обмене гуманитарных коридорах. Да, это очень нужно, надо спасать людей. Поняла вас. Спасибо большое вам, Леонид Петрович. Очень ценна ваша экспертиза в данном случае. Спасибо вам огромное.